чтобы попасть в тероборону, одесситы ищут, кому бы дать взятку. Это тоже как бы я была свидетелем. Люди защищают свою родину с оружием в руках. Простые люди не ожидали, конечно. Ну, никто не мог предположить, что такое случится. Мне просто очень повезло. Ну, то есть в Херсон действительно очень сложно въехать и еще сложнее выехать. Российские военные не имеют никакого права людей задерживать. Поэтому это похищение. Даже если как бы выбирать между тюрьмой и миграцией, я выберу тюрьму. От современной Украины ждать того, что она признает Крым российским, это большая глупость. Друзья, героем моего нового интервью стала журналистка Елена Костюченко. Она уже 25 февраля смогла въехать в Украину и почти месяц наблюдала за войной своими глазами. Елена рассказала мне, как живет оккупированный Херсон, готовы ли украинцы обсуждать Крым, почему лучше вернуться в Россию, чем остаться в Европе. Мне кажется, это очень важное интервью. Надеюсь, вы посмотрите его целиком и подпишитесь на мой канал. Привет, я давно знаком с твоим творчеством, все, что ты делаешь, ты большая молодец. Вот. И вообще спасибо тебе за твою позицию, твою смелость и за все, что ты делала. Я как один из твоих давних читателей. Но широкая аудитория, она может тебя не знать. Можешь коротко рассказать именно про свой опыт работы с Украиной? Когда ты там была, в какие этапы вот этого такого длинного конфликта и в каких местах? Я работаю в «Новой газете» 17 лет. В 2015 году в январе я первый раз поехала на Донбасс. До этого я занималась расследованием тел. Ну, то есть я искала тела погибших российских граждан, которые гибли в попытке отбить Донецкий аэропорт. И вот я этим занималась. Потом я поехала непосредственно на Украину, в непризнанные республики. То есть я работала в ДНР. И я там была в Донецке, в Горловке, в Гольме. Ну, то есть вот эти вот все места, в Дебальцево. Вот, писала тогда. А потом я уже работала со стороны украинской линии фронта. То есть вот я как раз много работала в Мариуполе, в Широкино, вот то направление. А сейчас, когда началась такая полномасштабная война, «Новая газета» решила, что я буду освещать южные направления. То есть я заехала через Польшу во Львов, и потом оттуда добралась поездом до Одессы, и вот работала, собственно, Одесса, Николаев, Херсон, который оккупирован, ну вот эти вот места. А для тебя это одна вот такая длинная война длиной там 8 лет, или это разные конфликты? Ну, один вытекает из другого. То есть я не могу сказать, что это одна и та же война все 8 лет, наверное, все-таки нет, но один вытекает из другого напрямую. То есть тут действительно сложно разделять. Я знаю, что многие украинцы считают, что это одна и та же война, которая просто длится с 2014 года. Как ты считаешь, вот то, что происходит сейчас, этого можно было избежать? Этого нужно было избежать любой ценой. Ну, опять же, сложно говорить про то, как избежать этого, да, можно было не нападать на Украину, не начинать бомбить Киев, например. Ты понимаешь реальные цели, почему это случилось? То есть не заявленные цели спецоперации, которые, как мы знаем, выполняются и все идет строго по плану, вот, а реальные цели, почему началась эта война? Нет, сейчас я не понимаю. Мне кажется, что я понимала вот в 2014, 2015, 2016 году. То есть мне кажется, что я ищу себе, что я понимала Путина, что его цель — это создать такой очаг нестабильности, постоянной нестабильности, такую кровоточащую рану на теле Украины, да, чтобы Украина вот с этой кровоточащей раной не могла вступить в ЕС, не могла как-то развиваться политически в том числе. Ну, то есть он, по сути, с Украиной сделал то, что случилось во Вторую Чеченскую войну, да, ну, то есть как бы просто разыграл тот же сценарий, и Украина, к сожалению, повелась. А что сейчас происходит, я не могу представить, есть много разных версий. Как изменились украинцы от украинцев, которые были там в 2014-2015 году, и украинцы, которые сейчас? Насколько они поменялись? Очень поменялись. Ты знаешь, у них сейчас вот та война, которая сейчас идет, для них это Великая Отечественная. То есть вот прямо такая война, которая ведется против народа, и весь народ встает на защиту своей земли.
И меня это совершенно потрясло. Я никогда не видела такого вот единства, понимаешь, даже не объединения, а единства, когда там, не знаю, маскировочные сетки плетутся в детских садах, коктейли Молотова готовятся в школах, когда очереди перед военкоматами. Я видела эти очереди, это не слухи, это правда. Когда, чтобы попасть в тероборону, одесситы ищут, кому бы дать взятку, это тоже как бы я была свидетелем. Люди защищают свою родину с оружием в руках от внешнего врага. К сожалению, этот внешний враг — Россия. В начале, когда все только началось, в России было ощущение, что будет такой блицкриг. Это, в принципе, предсказывали многие аналитики, в том числе и западные. Если посмотреть даже на данные там, разведок и на все эти карты, которые рисовали иностранные СМИ, да, там было, что вот там чуть ли не за несколько дней Путин собирается взять Киев, будет нанесен сокрушительный удар и так далее. А в первые дни войны, когда все дело началось, как это воспринимали украинцы? Во-первых, ждали, насколько это было ожидаемо для них, что все-таки это начнется, потому что, как ты помнишь, там Россия отвергала любые вот эти вот слухи, как они называли, да, вот эти вот провокации, что мы хотим что-то начать. Насколько-то они ждали, и какие настроения были вот в первые дни? Простые люди не ждали, конечно. Никто не мог предположить, что такое случится. Вот именно в медицинской среде, во врачебной среде, как ни странно, был консенсус, что война будет, потому что было сообщение, что границы с Украиной потянуты не только там войска, что там можно объяснить учениями или каким-то давлением вот на Украину, что вот сейчас мы тут у нас много, и мы стоим. Вот. А было еще доставлено мобильные пункты переливания крови и запас, собственно, крови для переливания. И это как бы широко вот эта информация разошлась в профессиональной среде, и как бы да, врачи готовились к войне, врачи знали, что если завозят кровь, то значит будут ранены в большом количестве. Я не могу сказать, что я видела людей паникующих. Просто там нужно было за какой-то короткий промежуток времени сделать выбор, да, то есть там ты уезжаешь или остаешься. Если ты уезжаешь, то куда? Ты уезжаешь в более-менее безопасный Львов или ты как бы уезжаешь за границу? Довольно быстро была введена вот эта всеобщая мобилизация, то есть там мужчины с 18 до 60 лет не могли покинуть страну. И я видела, как, собственно, мужчины отвозили свои семьи на границу, прощались там с ними и возвращались обратно воевать. Через некоторое время, когда уже стало понятно, что блицкрига у России не получается, и Киев не так просто взять, как казалось, потому что я помню эти первые дни, мы постоянно, я и там мои украинские друзья, с которыми я там уже познакомилась, постоянно смотрели, что с Киевом, потому что было вот это общее ощущение, что если столица падет, то как бы это конец всему. Вот. И вот когда это ощущение прошло, появилось такое спокойствие, вот знаешь, не то, что спокойствие, что вот все равно, что будет, а люди ощутили свою силу. Люди поняли, что они могут воевать, они могут защищать свою страну, и у них это получается. Ты российская журналистка, у тебя российское гражданство, российский паспорт. Да. Российская пресс-карта. Как на это реагируют сейчас в Украине, когда ты на блокпосту достаешь российский паспорт? Слушай, чаще всего никак. То есть они просто проверяют меня, что я как бы реальный журналист, и отпускают. У меня было буквально там вот за месяц и неделю, которую я там работала, у меня там были, наверное, 3 случая, когда меня проверяли более тщательно, то есть там со звонками в СБУ, то есть там это занимало там какое-то время, там, не знаю, там 1 раз час это заняло. 1 раз у меня была ситуация, когда я подошла к блокпосту, показала свой российский паспорт, и вот как раз тогда Россия бомбила кассетными бомбами Харьков. И у человека, который стоял на блокпосту, у него в Харькове были близкие, он начал просто на меня кричать. Но я как бы тут совершенно понимаю его чувства, и насколько я могу их разделить, я их разделяю. В основном как бы люди очень не просто как бы спокойно реагируют, люди мне всячески помогали, потому что они знали, что такое «Новая газета», они знали, как важно россиянам знать, что происходит. То есть они мне помогали не потому, что я там такая милая, хорошая и все такое, а потому что они через меня хотели достучаться до россиян.
У всех же там в России, мы действительно два очень близкие народа, у всех же там в России близкие друзья, родственники. У тебя нету такого вот ощущения, как будто вот опускаются руки, когда ты пытаешься достучаться до россиян, когда ты делаешь свои репортажи из украинских городов, когда ты показываешь, что там происходит, вот горе, беду, разрушение. Потом ты смотришь, что происходит в России, ты смотришь там на опросы общественного мнения, ты смотришь как на то, что делает там пропаганда, и я не знаю, столкнулся ты лично или нет, когда там твои близкие или друзья, они оправдывают эту войну. Что ты чувствуешь, да, насколько эффективна твоя работа вот в плане донести до россиян какие-то мысли? У меня нет ощущения, что мы можем верить опросам общественного мнения. У меня очень большой разнообразный круг общения. Это не только там мои друзья близкие, это мои герои, которые разбросаны по всей стране. И, господи, когда я была уже в Украине, мне писали с Венки. Венки — это самый малонаселенный регион страны. Там ничего нет. Там лес, лесообрабатывающие предприятия, немножко нефтянки. Вот, и венки, русские, которые работают на предприятиях, и венки, которые, чаще всего живут в поселках, занимаются там охотой, рыболовством, вот этим всем. Вот мне и венки писали, какой ужас, какой кошмар. Мы не понимаем, что происходит. Типа, читаем, что ты пишешь, спасибо тебе. Мои тексты набрали очень много просмотров, и это значит, что эта информация была востребована. Просто у нашей власти есть такая задача, чтобы мы поверили, что мы в меньшинстве. Вот на что направлены все вот эти вот спущенные по разнарядке требования сфотографироваться буквой Z, выложиться в социальных сетях с хэштегом, да, вот, которые приходят там бюджетникам, школам, интернатам, больницам. Они направлены вот как раз вот на на создание вот этого ложного ощущения массовости. Мы должны понимать, что это неправда, и что абсолютному большинству россиян эта война никакого добра не принесла. Я больше скажу. Мне кажется, что я, конечно, не социолог и не политолог, чтобы говорить, вот знаешь, там, что вот составляет там основу русской идентичности. Но я уверена, что одной из важных основ это было ощущение, это не подтверждается историей, но это было ощущение, что мы всегда на стороне слабых, мы их защищаем. Было ощущение, что Украина самый близкий нам народ, нету ближе никого. И было вот это вот общее ощущение, что Россия тоже не подтверждается, естественно, историческими фактами, но было это ощущение, что Россия не нападает первой. И когда началась война, это все, естественно, похерилось вмиг, и я вижу, что там мои близкие, там, которые в России сейчас, у них, конечно, такой нехеровый кризис идентичности, потому что ты, когда говорил «я русская, я россиянка», предполагала одну историю про себя, а теперь выясняется, что это все неправда, и на это место должно прийти что-то еще. Ты была в Херсоне. Это единственный областной центр, который Россия смогла захватить и контролировать. Что там происходит внутри? Как вообще ты смогла туда попасть? Мне пришлось 2 раза переходить линию фронта. Сначала, когда я шла туда, потом, когда я шла обратно. Как российские военные реагировали на твой российский паспорт, что ты российская журналистка и так вот туда проходишь? Ты знаешь, очень индифферентно. То есть не было с их стороны никакого ко мне повышенного внимания. Вот. Поэтому они как-то очень спокойно на меня реагировали. Мне просто очень повезло. То есть в Херсон действительно очень сложно въехать и еще сложнее выехать. То есть я знаю массу людей, которые сейчас не могут выехать из Херсона. Даже когда я выезжала из Херсона, там идет 2 дороги на Николаев, и вот одна дорога проходит через Чернобаевку. Я сначала поехала по той дороге, которая через Чернобаевку. И я успешно прошла 3 российских блокпоста, и на 3-м российском блокпосту мне сказали: вы можете ехать дальше, мы вас пропускаем, но следующий блокпост вас расстреляет. Я сказала: в каком смысле? Он говорит: в прямом, у них приказ стрелять все машины, которые идут из города. Я говорю: гражданские машины? Он говорит: в том числе гражданские машины. Вот это я слышала своими ушами. В итоге я там ехала другой дорогой, 1 блокпост я объехала. Было ощущение, что начнут стрелять по машине, но там, слава богу, военные отвлеклись Там скопилось перед этим блокпостом довольно много машин, и они были заняты. Что происходит в Херсоне?
Самое первое, наверное, о чем надо упомянуть, это то, что с оккупацией порушилась вся логистика. То есть в городе реально проблемы с едой и реально проблема с медикаментами. Потому что если еду какую-то еще можно найти, то есть открылась оптовая база под селом Большие Капани, и можно как бы там купить овощей, например. То есть как бы есть история вот с этой чернобаевской птицефабрикой, которая там осталась без электричества, воды и кормов, и куриц просто раздавали населению, а куриц было 2 миллиона. Ну, то есть как бы, это все как бы с едой проблема решаема. С лекарствами нет. При том, что в больницах был запас, который сейчас постепенно подходит к концу, острогоспитальной группы лекарств, то есть лекарства, которые нужны при острых состояниях, когда человека госпитализируют, то лекарства, которые нужны хроническим больным, чтобы поддерживать их жизнь, их нет. Сердечные лекарства, лекарства, которые регулируют давление, гормональные препараты, элтероксин невозможно найти ни за какие деньги. Этот препарат обязательно, пожизненно должен принимать человек, у которого не работает или удалена щитовидная железа. И таких людей, довольно много среди нас. И этот препарат, невозможно ни за какие деньги, ни за что найти сейчас в Херсоне. Я знаю, что лекарства поставляются какими-то контрабандными путями, потому что Херсон город контрабандистский. Но это, конечно, капля в море, потому что, это большой город, как бы его вот контрабандой не накормишь. Это большая проблема. Заканчиваются расходники на диализ. То есть диализные больные остаются, психотропных препаратов нет тоже. То есть хронически больные там психическими заболеваниями не могут получить помощь. Это одна проблема. А вторая проблема, которая пришла с оккупацией, это похищение людей. То есть российские военные похищают людей. Я знаю 44 таких случая, как бы с именами, с фамилиями, с местом, с подробностями. У меня есть информация про 44 похищения, которые произошли. Этих людей отвозят в секретную тюрьму. Я нашла эту секретную тюрьму. Она находится на Теплоэнергетиков 3. Это бывшее здание СИЗО. И там людей избивают, допрашивают. По сути, с них требуют информацию. Их интересует, кто сейчас ведет телеграм-каналы херсонские, потому что с началом оккупации журналисты традиционных СМИ практически не могут работать. И всю информацию город получает из телеграм-каналов. Их интересуют люди, которые состояли в теробороне, или люди, которые воевали на Донбассе. Они ищут СБУ, но они все выехали в первый день, поэтому они их не могут найти. По сути, это избиение, издевательства, которые продолжаются днями. Среди этих похищенных есть 2 иностранца. Один гражданин Испании, а второй гражданин Нидерландов. С начала оккупации каждый день в 12 часов дня выходят люди на центральную площадь Свободы. Она находится прямо напротив облсовета, который занят как раз оккупационными войсками. И они проводят митинг против оккупации. И это еще один момент. Люди, которых похищали, которых избивали, они говорят, что российских военных очень интересует организатор митингов. Но украинское общество исторически гораздо больше способно к горизонтальному протесту, чем российское. У этих митингов нет организатора. Просто все знают, что в 12 дня каждый день там митинг. И выходят люди совершенно разные, с украинскими флагами. Там кричат российским военным: «Вернись домой, пока живой». Поют гимн и прочее. Да, было очень долгий промежуток, когда никак российские военные на это не реагировали. Потом они начали включать всякие советские песенки, в том числе детские песенки, для того, чтобы заглушать крики людей. Потом они начали стрелять по толпе. То есть это было как раз, когда я находилась в Херсоне. Там перед обладминистрацией стоит стела, где висят портреты погибших на Донбассе солдат. И на этой стеле ночью в комендантский час, то есть понятно, что это было как минимум с ведома российских оккупационных властей, написали, что
ВСУ, убийцы Донбасса, убийцы детей Донбасса. И люди, которые вышли на митинг, они увидели эту надпись, они пошли ее стирать, и вот когда они пошли ее стирать, по ним открыли огонь газовыми гранатами, светошумовыми гранатами. Один мужчина был ранен, были пулевые ранения. Непонятно, врачи, которые его оперировали, они разошлись во мнениях, какое это именно было оружие. Там кто-то считает, что травматическое, но там была повреждена кость. Вот. И вот с тех пор как бы эти митинги разгоняются. Но люди все равно продолжают выходить. И это, конечно, меня глубоко поразило, потому что все знают про исчезновение, все знают, что люди исчезают и после митингов тоже, и люди все равно продолжают выходить и отстаивать то, что Херсон — это Украина, и Херсон — это часть Украины, что оккупантам здесь не рады. Это, конечно, очень круто. Я правильно понимаю, что в Херсоне работает связь? То есть там есть интернет, да. Там есть доступ, в том числе и к украинским СМИ? Интернет украинский, да, там российское телевидение теперь включили. То есть украинские каналы отключили, включили российское телевидение. Вот это единственное, что пока смогли сделать. Какой процент населения Херсона, по твоим ощущениям, он поддерживает Россию? Слушай, я не могу сказать в процентах, потому что я же опять не социолог, у меня не было задачи проценты считать. Но я видела людей, которые говорили там слова благодарности России. Эти люди, которые стоят за гуманитарной помощью. Гуманитарная помощь в городе только от России, то есть украинскую гуманитарную помощь не пропускают. Там премьер разворачивали, тоже фуры с гуманитарной помощью. И люди, цены на продукты поднялись в 2-3 раза. То есть на яйца в 3, на остальные продукты в 2. И самые нищие люди, они не могут себе позволить покупать продукты по новым ценам. То есть могут, но они не покупают достаточно. Поэтому они стоят вот в этих очередях за гуманитаркой. И когда они стоят в очередях за гуманитаркой, если к ним подойти и спросить, что вы думаете про Россию, они начинают говорить: спасибо большое, так нам помогаете, так хорошо. У нас была такая плохая власть, сейчас будет хорошая. И гуманитарку бесплатно даете. И вот такие вы замечательные. И вот возникает вопрос, понимаешь, Илья, насколько это искренне. То есть люди, которых довели до состояния, когда они вынуждены стоять там по несколько часов, ожидая, подвезут, не подвезут, потому что гуманитарку подвозят не каждый день, в надежде получить какой-то пакет с крупой. Вот насколько можно верить людям, которые вот так говорят. Вообще, на самом деле, вот те города, в которых я была, они исторически, там были сильные пророссийские движения. И в Одессе, и в Николаеве, и в Херсоне. То есть это города, где, в принципе, всегда был вот этот вот раскол. То есть всегда часть народу была проукраинско настроена, часть пророссийская. Я общалась с многими людьми, которые были раньше пророссийски настроены. Но, как они говорят, что когда с неба начинают падать бомбы, наступает определенность. То есть больше нет иллюзий, что Россия может быть другом, дружественной страной. Поэтому вот искренне пророссийских людей я за эту командировку не нашла. Есть ли какие-то бытовые конфликты или какое-то сейчас в Херсоне разделение на людей, тех, кто поддерживает Украину, и тех, кто рад приходу России? Потому что, как я понимаю, сегодня в Херсоне можно открыто выступать против российских войск, можно открыто ходить на митинги с украинскими флагами, петь гимн. С риском, что тебя похитят или что по тебе выстрелят. Давай немножко по терминологии определимся. Ты много раз говоришь слово «похищение», да? Я, насколько понимаю, это задержание людей российскими военными. Нет, это не задержание, это похищение. Российские военные... То есть это не официально? Нет, конечно, не официально. Российские военные не имеют никакого права людей задерживать. Это в принципе невозможно задерживать гражданских людей военными. Поэтому это похищение, это выглядит чаще всего как похищение.
То есть там к людям приходят на квартиру, выламывают дверь. Приходят российские военные или какие-то ФСБшники, Росгвардия? Кто приходит? Ну, они одеты в форму российских военных. То они все, по и приходят должности, люди в конечно, форме. они не представляются, да. На голову надевают черный мусорный мешок, там руки связывают за спиной, и вот в таком виде человека выводят, и человек исчезает. Или люди попадают на блокпосту. Ну, то есть, как бы, задержаниями это называть, конечно, нельзя ни в коем случае. Вернемся к предыдущему вопросу. Есть ли те, кто открыто поддерживает Россию, есть ли какие-то бытовые конфликты на этот счет? Нет, я не знаю про бытовые конфликты. Я заметила, что люди вот на улицах и вот с такими с полузнакомыми людьми, когда они общаются, они очень аккуратно высказываются вот касательно происходящего. То есть они не используют резких формулировок. То есть такая вот аккуратность в высказываниях есть. Вот именно чтобы были конфликты, я не знаю. Российских флагов много в Херсоне сейчас? 2 было. Один висел на бывшем здании СБУ, и второй висел на здании полиции. Украинских флагов? Много, много. И на школах, и на больницах, и перед обладминистрацией, собственно, висят украинские флаги. Есть ли местные, которые открыто сотрудничают с Россией? Есть там полиция какая-то, да, которая украинская, там, которая там сейчас патрулируют улицы, какие-то, не знаю, там, гаишники, участковые, что стало с ним, депутаты местные. Есть ли какие-то официальные украинские лица, которые открыто поддержали Россию? Вот есть один такой пророссийский активист, его все очень хотят найти и побить, но никак не могут найти. Вот он периодически вот в здании, собственно, облсовета, который захвачен российскими военными, проводит какие-то собрания. Вот. Нет, никто из администрации не перешел на российскую сторону. Насколько мне известно, ну, по крайней мере, когда я была там, я не смотрела новости последнюю неделю, там мэр оставался тот же, который, собственно, был до оккупации. Полиция, гаишники и вот все выехали из города в первые дни войны. То есть там выехало руководство, рядовым полицейским сказали, как бы снимайте форму, эвакуируйте сами, как хотите. Город живет без полиции, люди самоорганизуются в такие вот дружины, они ходят, патрулируют районы, как бы пока не начинается комендантский час, и вот приходят на какие-то преступления. Судов тоже там сейчас нет. То есть город живет полностью вот без силовых органов, без судебной власти. Есть ли какая-то идея, которую российские военные, да, российская власть, она дает жителям Херсона? Что они им обещают? То есть вот они туда пришли, да, они повесили несколько российских флагов, и что будет дальше? Они как-то объясняют свое там присутствие, что они хотят, и какое будущее, условно, они обещают жителям Херсона? Ну, я подходила, да, там стоят российские военные у обладминистрации, собственно, и отвечают на вопросы людей. Я подходила, слушала, что люди Они общаются, вот это интересно, подожди, они общаются рядовые военные или там какие-то специальные есть, политрук стоит? Ну, слушай, я не знаю, опять же, рядовые, не рядовые, все как бы с закрытыми лицами, никто не представляется, поэтому тут как бы сложно узнать. Но мне кажется, что их специально поставили вот туда перед администрацией, чтобы они отвечали на какие-то вопросы. И основной как бы нарратив, который они повторяют, это что мы пришли воевать не с вами. В Херсоне очень мало плохих людей, поэтому здесь все спокойно и будет спокойно. Потерпите немного, все будет хорошо. Ну и плюс они как бы постоянно настраивают, подзуживают как бы горожан против мэра. Что вот типа вот ваш мэр, вот если бы не он, мы раздавали бы больше гуманитарки. Он сам нам говорит, что город ни в чем не нуждается. Вот он такой плохой, нехороший. Зачем вы его выбрали? То есть вот это вот такая тема тоже есть. Я просто читал одну статью о том, что происходит в Херсоне. Я сейчас тебе коротко ее там перескажу, а ты скажи, насколько это ощущение, вот, оно такое правильно. Есть общий смысл, да, что человек пишет, что примерно половина города, она активно проукраинская, 30% они, в принципе, рады приходу России, 20% им все равно. И те, кто пророссийски настроен, они боятся высказывать свое мнение, они себя особо никак не афишируют, по той причине, что они не уверены, что Россия там останется, что Россия их
не кинь, что Россия завтра оттуда не уйдет, не отступит из этого Херсона, и, соответственно, им потом, чтобы просто не было проблем, они ничего не говорят и всячески переживают за свое будущее. И одна из таких вот главных идеологических проблем в том, что Украина, понятно, обещает людям, что после окончания войны будет там расцвет, будут международные инвестиции, будет более тесная интеграция там с Евросоюзом, защита, рост, процветание там, и все хорошо. А Россия не обещает ничего, кроме того, эти люди видят, что было там с ЛНР, ДНР, и что, опять же, да, сколько лет там их мурыжили, и их ожидания, что они сейчас войдут в состав России, и там тоже все расцветет, в отличие от Крыма, как бы она не очень-то и оправдались, и они не хотят повторения такой как бы судьбы, поэтому они очень осторожны, и России там просто сейчас не верят. Насколько это вот по твоим ощущениям примерно так? Ну, мне сложно сказать, если этот текст написан местным автором, который там как бы живет с начала оккупации, то, наверное, ему как бы можно доверять. Я там сама была несколько дней, и вот за те несколько дней, которые я там была, вот единственные пророссийски настроенные люди, которые там что-то мне высказывали, это вот эти вот женщины, в основном женщины в очереди за гуманитаркой. Вот так вот в бытовом общении я не встречала человека, который бы сказал: ой, как здорово, как замечательно, хорошо, что Россия пришла. Как ты считаешь, возможно ли создание Херсонской Народной Республики? Ну, не знаю, как это можно сделать и зачем. Я думаю, что нет, потому что сейчас, насколько мне известно, украинские войска активно отодвигают российские войска ближе к Херсону. То есть отбиты уже несколько населенных пунктов. То есть буквально это все с такой скоростью происходит, что когда я ехала туда, там эти пункты были под российским контролем. Когда я ехала обратно, они уже там были под украинским контролем. То, чем Россия как бы хвасталась, что Россия контролирует всю Херсонскую область, это уже неправда. Вот. Создавать как бы ХНР на кусочке с Херсоном в центре, ну, тоже странно. Я не понимаю, у них не на кого опереться сейчас. То есть вот облсовет, депутаты облсовета, они специально, как бы предвидя всю вот эту вот ситуацию, ну, возможно, они проголосовали, то есть они собрались и проголосовали за целостность Украины против создания ХНР. То есть как бы резолюция депутатов облсовета, это люди, которые были избраны. Но, как ты понимаешь, как бы мы с тобой из России оба, то есть неважно, как голосуют, важно, как считают. То есть теоретически провести подобие референдума на подконтрольной территории и потом сказать, что, вы знаете, вот 80% за ХНР. Вот. Технически это можно. Вот. Но опять же возникает вопрос, зачем, чтобы что. По поводу беженцев. Как сейчас обстоит ситуация с беженцами? Насколько легко сейчас выехать с Украины? Куда едут люди? И какая вот сейчас, там, спустя почти 2 месяца с начала войны, какая сейчас ситуация? Ну, смотри, как бы, собственно, с первых дней войны Польша открыла, по-моему, в первый день войны она это сделала, Польша открыла въезд как бы в Польшу для украинцев, для людей с украинскими как бы паспортами, идентификационными картами как бы без виз. То есть Польша сейчас основное направление эвакуации. Кто-то эвакуируется, кому ближе, через Одессу. Там как бы есть Молдова рядом и есть Румыния. Вот либо туда, либо туда. В основном, ну как бы даже не в основном, а практически как бы целиком все беженцы — это женщины и дети. В основном люди оказываются оказываются в Евросоюзе, и там уже дальше добираются до страны, где они считают, что им там будет лучше жить. Я знаю, что сейчас в ЕС можно как бы получить, то есть украинцам предоставляется разрешение на работу, то есть люди могут начинать работать в Германии, например, выплачиваются какие-то пособия довольно небольшие, там, по-моему, я не хочу врать, но там в районе 350 евро на взрослого и 250 на ребенка или что-то вроде того. Вот. Это все, конечно, немного. Они едут, условно говоря, не со стремлением там приехать, найти хорошую страну, сесть на социалку и сидеть. Люди все хотят работать, то есть первое, что они спрашивают при пересечении границы, могу ли я устроиться на работу. И все, конечно,
бы не воспринимают эту иммиграцию как окончательную, ну, в массе своей. То есть люди не хотят уезжать совсем из Украины, они ждут, когда закончится война, они говорят, мы там пока поживем, поработаем, поможем семьям там, как бы вот. Расскажи, пожалуйста, как ты работаешь с информацией в условиях, в том числе войны и информационной, когда и с одной, и с другой стороны есть огромное количество информации недостоверной, и понятно, что в условиях войны каждая сторона пытается представить для себя ситуацию лучше, чем она есть, а для соперника хуже, чем она есть, и как определять, что правда, что неправда. Ну вот можно прямо конкретный пример, да, ты писала недавно там твит про семью в Киеве. Угу. Под Киевом. Они выросли в Киеве, да, но ситуация была под Киевом в Ирпене. Ты написала, что они покончили с собой. Да. Откуда у тебя вот эта история? Потому что, насколько я понимаю, тебя с этой историей захейтили, ну, я имею в виду про российские каналы, телеграммы там и так далее. Я не смотрела, возможно, захейтили, да. Я тебе рассказываю, да, что вот смотрите, вот Елена Костюченко, она выдумывает вот такие вот истории. Конечно, кто в это может поверить, что это вообще такое. А расскажи, что это, во-первых, за история, и откуда ты ее узнала, и насколько вот подобным историям вообще можно доверять? Я не буду сейчас подробно рассказывать, просто потому что я сейчас пишу, как раз буду писать для «Новой газеты Европы» текст про это, и я там как бы все детально изложу, но, естественно, я всегда ищу первоисточник. То есть это никогда не с чьих-то слов, вот, я ищу первоисточник. И мне в этом смысле проще как раз, потому что я не военный аналитик, я репортер. То есть я вижу людей, как бы я слышу, что они говорят, и потом как бы стараюсь то, что они говорят, перепроверить. Я верю документам. Когда я работала на войне, я очень много на этой конкретной войне. Я очень много обращалась в бюро судмедэкспертизы, потому что туда стекается много-много информации. То есть сейчас, ну, как бы нельзя сказать, к сожалению, но сейчас в связи с войной был изменен приказ Минздрава, да, украинского, по которому теперь тела на захоронение можно отдавать, минуя бюро судмедэкспертизы, то есть тела погибших насильственной смертью можно как бы свидетельствовать факт смерти у любого врача и вот таким образом получать медицинскую справку о смерти, с ней хоронить. Ну и как бы все мы видели вот эти вот могилки в песочницах, да, когда, как я понимаю, не было возможности даже какие-то документы получить. Но все равно гигантский массив документов, которые как бы описывают смерть, ранение, прочее, они стекаются в бюро судмедэкспертиз. Поэтому большую часть своих историй я проверяла через них. То есть, условно говоря, вот я связывалась, говорила, вот я знаю, что мне рассказали, что так и так. Был ли у вас такой случай, зафиксирован ли это у вас? Я правильно понимаю, что ты собираешься сейчас вернуться в Москву? Да. Не прямо сейчас, да, но через пару месяцев. Тебе поступали какие-то угрозы, предупреждения, может быть, какие-то там добрые люди намекали тебе, что не стоит этого делать? Угроз не было, но у меня 3 статьи из 4 сейчас удалены на сайте, вот именно которые я писала из Украины. 2 из них удалены по прямому распоряжению Генпрокуратуры и Роскомнадзора, и по одной из них возбуждено административное дело. Ну, то есть, как бы есть риск, он как бы реальный риск, что когда я пересеку границу, на меня откроют уголовное дело вот по этой новой статье, которая есть вот в Уголовном кодексе сейчас появилась. Может, откроют, может, не откроют. То есть риск есть. А зачем ты возвращаешься тогда в Россию? Жить, работать. Ну, как бы... Во-первых, как бы не факт, что меня посадят, меня могут не посадить. Во-вторых, даже если как бы выбирать между тюрьмой и иммиграцией, я выберу тюрьму. Потому что
ну, ты, наверное, тоже следишь за новостями, сейчас возбуждается, да, уже все больше и больше возбуждается уголовных дел вот, о так называемых статьях о фейках, при этом дела возбуждаются по каким-то совершенно мелким там историям, да, было дело про уже на журналистов, которые писали о том, что различные военнослужащие отказываются ехать в Украину, да, и к ним пришли, ты знаешь, наверное, если ты следила, не следила. Последнее там дело, когда за ценники в магазине, за такую вот акцию, да, сейчас девушка находится в СИЗО, да, и, ну, понятно, что просто так ее уже не отпустят. Вот. И, судя по всему, там это только начало. При том, что в условиях войны, в том числе информационной, ты довольно важный человек с большой аудиторией, и твоя польза, когда ты можешь писать. Да, конечно, но опять же, я повторюсь, я репортер, я могу писать, когда я нахожусь на месте. То есть вот я вижу что-то слышу, что-то узнала, проверила и написала. Я хочу писать для россиян и в России. Вот. Мгм. Я уверена, что несмотря на закрытие всех, по-моему, все СМИ сейчас уже, да, закрыли, заблокировали, независимые. Практически, да. Остались еще пока каналы на Ютубе. Видишь, мы с тобой еще можем говорить. Мы с тобой еще можем говорить. И с другими журналистами, я вижу, что ты тоже там общаешься. У Плющева была. Пока на Ютубе еще можно работать, но я думаю, это недолго. Это тоже вопрос каких-то дней, недель, когда прикроют Ютуб или начнут конкретно приходить к ведущим и авторам. Я думаю, все равно, пока есть интернет, сейчас мы в гораздо более легких условиях находимся, чем наши коллеги, которые работали в Советском Союзе. Пока есть интернет, у нас есть доступ, прямой доступ к слушателям, к читателям, к зрителям. Да, мы можем к ним обращаться. Поэтому я думаю, что я найду способ работать. Понятно, что это не будет просто, потому что, в принципе, работа для журналистов в тоталитарных странах простотой не отличается, но отказываться от этой работы я тоже не хочу. Что ты вообще думаешь про эту военную цензуру, которую ввели, и как ты оцениваешь это поведение многих СМИ и журналистов, которые закрылись? Да? Вот, например, та же самая там «Новая газета», которая сказала, мы выходить больше не будем. При том, что есть другой пример, например, там «Медуза», да, которая вывезла всех, кого там еще не вывезла до этого, и продолжает работать, несмотря ни на какие запреты. Ну, «Медуза», как я понимаю, сейчас заблокирована на территории Российской Федерации. У нас как бы в «Новой газете» большая часть читателей — это люди, которые не пользуются VPN. И поэтому для нас важно было продолжать для них писать, продолжать для них работать, продолжать выпускать печатную версию, потому что печатная версия доходит туда, где нет интернета, например, в тюрьмы. Мы с этой задачей справлялись, если я правильно посчитала, 32 дня. То есть 32 дня у нас получалось выходить с начала войны. Потом нам одно за другим прилетело 2 предупреждения от Роскомнадзора. И если ты знаешь законодательство, то ты знаешь, что это ситуация, в которой у СМИ может быть отозвана лицензия. Понятно, что если мы теряем лицензию, то мы уже не сможем работать. И вторую лицензию нам, конечно, никто не даст. Поэтому, да, вот редакция так решила. Я не могу сказать, что я рада этому решению, но я не могла предложить ничего лучше. У нас, естественно, там, перед тем, как мы решили, было внутриредакционное совещание, на которых как бы нас всех спрашивали, вдруг кому-то придет в голову блестящая идея, как можно продолжить работать, но никому в голову она не пришла. Мы приостановлены, это позволило нам сохранить лицензию, это позволит нам возобновиться, когда мы сможем возобновиться. И вот сейчас, как я понимаю, Мурат занят тем, что пытается найти возможность нам возобновить работу. Ты, наверное, знаешь, что на главного редактора газеты, на Муратова, было нападение, его там облили краской. Да, конечно. Подобные нападения были там и до этого. Не боишься ли ты, что в России, если не
преследование со стороны государства, то будет преследование со стороны вот так называемых там гопников, титушек, как угодно можно их называть. Ну, понятно, вот какие-то околовластные пионеры, которые чувствуют вседозволенность и чувствуют вот некий мандат от власти на беспредел, и они его творят, понимая свою безнаказанность в нынешних условиях. Илья, ну это тоже государство, да? Но если вот конкретно мы разбираем случай Муратова, откуда же у этих гопников, как ты их называешь, был поезд, вагон и место, где он находится? Была эта информация? Не, понятно, да. Смотри, я прекрасно понимаю, что так или иначе там есть связка с государством. Просто, опять же, это еще один риск, с которым сегодня мы столкнулись. Понятно, что мы столкнулись с ним не сегодня, и подобные риски там были до этого, особенно, ну, зная историю «Новой газеты», журналистов «Новой газеты», которые постоянно подвергались там нападениям. Просто интересно, опять же, твое мнение, как ты себя там в этой ситуации чувствуешь? Нормально чувствую. Мне может быть проще, чем большинству моих коллег, потому что мы в «Новой газете» никогда не жили хорошо. То есть у нас постоянно убивали сотрудников, у нас сажали сотрудников, у нас избивали сотрудников, сотрудниц. И я тоже подвергалась избиениям. Боишься того, чего не знаешь. Вот когда вот внезапно государство выделяет тебя во врага, и ты пытаешься с этим статусом как-то обжиться, тогда, да, может быть страшно. В нашей ситуации ничего внезапного нет. Мы давно живем под гигантским давлением. Поэтому для меня ничего не изменилось. Вот самое болезненное изменение, которое было для меня, это вот эта вот военная цензура, вот эти вот пропущенные строчки, пропущенные слова, война, оккупация и прочее, прочее. И то, что да, что мои тексты вот прицельно начали удалять по запросу Генпрокуратуры. Ну, здесь я хочу поблагодарить коллег из «Медузы», из «Медиазоны», из «Холода», которые, из «Нью Таймс», которые эти тексты разместили в полном объеме после того, как они были заблокированы. И также «Новая Польша», которая все время, которое я работала на войне, она как бы все тексты, которые выходили у меня в «Новой газете», она тут же дублировала без цензурных правок на свой сайт. То есть здесь вот как раз срабатывает вот эта вот профессиональная взаимовыручка, да, то, что мы как бы все-таки какое-никакое сообщество и можем друг друга страховать. Вот. Касательно нападений, слушай, ну, ничего хорошего в этом нет, но волков боятся в лес не ходить. Ну, то есть, как бы, это один из рисков, который надо учитывать. Но каких-то эмоций у меня по этому поводу нет, честно говоря. По твоим ощущениям, вот человек, который следил за ситуацией изнутри, с территории Украины, общалась с людьми, как ты думаешь, дальше будет развиваться ситуация? Твой прогноз, я понимаю, ты не военный аналитик, ты и делать прогноз дело тоже такое неблагодарное, но тем не менее, чего ты ожидаешь дальше от всей вот этой вот истории? Каждый день я просыпаюсь и в надежде, что что-то изменяется к лучшему, но на самом деле все больше и больше информации, которой вот не было, когда я работала там, или была, но я не смогла ее проверить. Это вот про расстрелы и убийства, и изнасилование мирных жителей вот в пригородах Киева, например, там в других оккупированных территориях. Я не знаю, что будет дальше. Я очень надеюсь, что мы проиграем. Ну, что Россия проиграет. Потому что я действительно люблю Россию, и если мы проиграем эту войну, у нас остается шанс на то, чтобы пересобраться как государство заново. Ну, то есть, чтобы мы как-то смогли покаяться. И про репарации говорить невозможно, конечно, потому что никакие деньги не вернут к жизни убитых людей. Но все равно у нас остается шанс, если мы проиграем. Если мы, не дай бог, выиграем, то вот опять же, если смотреть с исторической перспективы, нет для государства ничего хуже, чем неправедная война, которая была выиграна. Это практически всегда означает конец государства. Поэтому я очень надеюсь, что эта война закончится либо таким очевидным проигрышем,
либо, что было бы еще лучше, чтобы просто все российские войска были выведены с территории Украины, и это все закончилось так же внезапно, как началось. Но это мои желания. Это мои желания, это не прогноз. По поводу мирных переговоров. Сейчас, судя по всему, мирные переговоры не стоят так на повестке дня, как это было, например, несколько недель назад, когда все следили, когда все ждали, что до чего-то получится договориться. Какое отношение к мирным переговорам в Украине? Хотят ли украинцы мирных переговоров? Что они думают о тех условиях, которые выдвигала на этих переговорах Москва? Украина хочет мира. Это как бы очевидно. Но те условия, которые выдвигает Москва, они несколько безумные, тебе не кажется? Ну, то есть как может Украина признать аннексию Крыма? Это же невозможно. Подожди, относительно безумным, не безумным, если речь идет о том, что нужно остановить гибель людей, нужно остановить бомбежки городов, и у нас вот главная цель, чтобы перестали стрелять, и одна сторона хочет признания Крыма, условно, который де-факто сегодня контролируется Россией, то есть с точки зрения фактической ситуации там ничего не поменяется. Мне это условие не выглядит, если мы сейчас абстрагируемся от идеологической части, да, что это такое вот унижение, что как так можно и вообще. Если мы абстрагируемся от идеологической части, то оно не кажется мне безумным. То есть, если ты спросишь меня, и на одной чаше весов горе, беда, разрушение, тысячи смертей, беженцы и вот все, что сейчас происходит, и, судя по всему, дальше будет происходить. И я, может быть, пессимист, да, я вижу, что идет эскалация, и что никто не собирается в дальнейшем соблюдать хоть какие-то правила там, ведения войны и всего остального, да, и что может быть хуже, может быть хуже. И когда на одной чаше весов стоят просто человеческие жизни, и если нам надо это остановить, мне это требование не кажется безумным. Но, опять же, я не вижу ситуацию изнутри. Ну, изнутри это выглядит так, что пришел агрессор, который называл себя братом и другом. Сначала отжал один кусок территории, назвал ее своей, а потом организовал кровавое месиво на 2 других кусках территории, а потом начал полноценную войну. И когда он начал ее проигрывать, он говорит, давайте мы просто откатим все как было до того момента, как я начал полноценную войну. Понимаешь, нам это сложно как бы россиянам понять, но это очень хорошо чувствуется в Украине. Если, например, Зеленский, руководствуясь вот той логикой, которую ты вот сейчас озвучил, пойдет на эти уступки, завтра он перестанет быть президентом. На Украине власть сменяема. Народ не поддержит его. Народ не поддержит его. Как бы просто про Крым уже столько копий сломано, что я не хочу даже начинать этот разговор. Но от современной Украины ждать того, что она признает Крым российским, это большая глупость. Поэтому я не думаю, что это требование вносилось в переговоры как реальное. Это скорее это требование было внесено, чтобы сказать, вот видите, вот они не идут на переговоры с нами. Как сейчас себя чувствует Украина, что она может победить в этой войне? Сейчас люди потихонечку привыкают к мысли, что эта война будет не быстрой, что она будет затяжной. Потому что, конечно, вот первые дни, когда была вся эта... Не знаю, как это описать даже. Первые дни, когда бомбили города, люди ждали, что все кончится быстро и плохо. Или кончится быстро и хорошо, что вот там международное сообщество каким-то образом заставит Россию прекратить. Сейчас уже, по-моему, ни у кого нет иллюзий ни про международное сообщество, ни про российскую армию, которая займет всю Украину за 3 дня и все такое. Вот сейчас как бы люди понимают, что это будет долгая война. Как говорят мои друзья, войну начинают армии, а выигрывают экономики. Экономика России сейчас как бы очень сильно подкошена санкциями, и тут как бы вопрос,
кто как бы первый сдуется. То есть как бы Украина, которая получает много помощи, или Россия, которая сейчас в таком уязвимом положении находится. Если война так или иначе будет остановлена на каких-либо условиях, как ты считаешь, возможно ли при нашей с тобой там жизни нормализация отношений между русскими и украинцами? Или уже какая-то точка невозврата, она пройдена? Я думаю, что пройдена точка невозврата, и что нам на какое-то прощение рассчитывать уже не приходится. Возможно, наши дети или наши внуки доживут до того времени, когда нас простят. Но наше поколение, я боюсь, что нет, мы не можем рассчитывать на это. Слишком чудовищно то, что мы делали в Украине, и как бы после Бучи, после Ирпеня, как бы нет. Ну, ты говоришь «мы», и тут, опять же, есть разные позиции, да, насколько вообще можно говорить там о коллективной ответственности. Ты считаешь, у всех граждан России, то есть просто по факту наличия там у тебя российского гражданства, есть коллективная ответственность за то, что сейчас происходит в Украине? Илья, российское гражданство — это же не просто там, не знаю, паспорт, с которым ты ходишь. Это определенный комплекс прав и обязанностей. И в том числе мы как народ российский, да, должны следить за тем, чтобы у нас была сменяемая демократичная власть. Вот. Вместо этого мы вырастили у нас в стране фашизм, и он вырос до такой степени, что он начал нападать на соседние страны. Поэтому, да, я считаю, что, конечно, коллективная ответственность существует. Сложно говорить про коллективную вину, это все-таки индивидуальное понятие, но ответственность, она, конечно, коллективная есть. И мне кажется, очень важно ее сейчас осознавать. Смотри, ты говоришь, мы вырастили фашизм, мы там не позволили там вот эту несменяемость власти и так далее. При этом ты прекрасно знаешь, что огромное количество людей на протяжении последних там 20 лет активно сопротивлялись, активно участвовали в оппозиционной политике и добивались и требовали там честных выборов, выходили под дубинки ОМОНа, подвергались там репрессиям, кого-то убили, кто-то пострадал, кто-то сидит в тюрьме и так далее. Да? То есть, мне кажется, не совсем корректно говорить, что прямо вот мы сидели, сложив лапки, аплодировали, ничего не делали, да? Потому что люди все-таки разные. И опять же, вот вопрос коллективной ответственности, мне кажется, не такой там однозначный. Опять же, ты с российским паспортом сегодня работаешь в Украине и делаешь довольно важное дело, показывая, что там происходит, и рассказывая об этом российской аудитории. Я делаю свою работу, которая оплачивается. Это не активизм с моей стороны. Я выполняю свои профессиональные обязанности. Подожди, но это же не вопрос активизма. Это вопрос там, твоей гражданской позиции. Я не думаю, что ты была согласна там, с несменяемостью власти в России. Я не была согласна, но я не делала ничего эффективного для того, чтобы это предотвратить. Потому что я тут за себя, конечно, скажу, потому что, конечно, мы не можем всех мазать одной краской, и, конечно, есть люди, которые отдали жизнь для того, чтобы бороться с этим режимом. Но таких людей меньшинство, Илья. Таких людей меньшинство. Я могу за себя сказать, я не выходила вот все эти годы из зоны комфорта. Я какое-то время позанималась активизмом. Это очень неприятное дело, сам знаешь, как бы. Отовсюду прилетает, холодно на митингах, херово в СИЗО, да, неприятно. И когда у меня начались проблемы со здоровьем, я просто это свернула и решила, что пусть занимается кто-то еще, тем более, что у нас есть вот эта вот тема у журналистов, что журналисты не могут быть активистами, что мы вот такие над схваткой, независимы, нам надо все подробно описывать. В итоге моё СМИ и другие СМИ подробно занимались тем, что подробно описывали приход в Россию фашизма. Кому это помогло? Понимаешь? Мы делали недостаточно. Я смотрю по результату. Если ты уверен, что ты не мог делать больше, я тебе завидую. Я точно могла делать больше, я этого не делала. При этом ты говоришь, что ты вернешься в Россию, несмотря на возможность уголовного преследования, и что ты лучше сядешь в тюрьму, но останешься до конца верна там, своим принципам. Это не активизм, по-твоему? Или это какое-то переосмысление твоей роли в нынешних условиях, и вот это вот то самое «я должна делать больше»? Странные мотивации переписываешь, все гораздо проще.
Ну, то есть я не считаю это самопожертвованием ни в коем случае, это как бы мой свободный выбор. Э, Понятно, что я не хочу садиться в тюрьму, я не то, что вот еду в Россию, чтобы сесть в тюрьму. Но просто, возможно, я не сяду в тюрьму и смогу продолжать как бы жить и работать, естественно, не так же просто, как я жила и работала до этого, но все равно это будет какая-то осмысленная жизнь и осмысленная работа. Чем заниматься в эмиграции, чтобы это было осмысленно, я не очень понимаю. У меня как бы вся моя жизнь, вся моя работа, вся моя, короче, какая-то мотивация, у меня все связано с Россией. У меня там семья, у меня там русский язык, у меня там мои коллеги. М, Как бы сейчас уехало столько людей, и осталось столько работы, которую нужно делать, что как бы в России очень много сейчас, что нужно делать, очень много работы. Поэтому Мгм. я просто чувствую, что это работа для меня. Вот. А когда вот я здесь, за рубежом, я не чувствую, что вот здесь есть для меня какое-то важное место и что-то важное. Понимаешь? То есть это как бы не так все драматично, как ты сейчас рассказал. Я просто Мгм. смотрю там, где я буду жить осмысленно и счастливо. У меня счастье связано с осмысленностью. Я не могу быть счастливой просто потому, что солнышко греет и еда вкусная. Возможно, это какой-то, не знаю, дефект. Мне нужно, Мгм. Мгм. чтобы жизнь была, ну, как бы, ну, не знаю, как сказать. Короче, Мгм. чтобы она была наполнена каким-то очевидным смыслом.